Всем привет, друзья! В этом видео мы соберем бумажную модель американского легкого танка Т-1 Каннингам. И, конечно, эта сборка появилась у меня на канале не просто так. Мне предложил батл Богдан с канала Хомячья жизнь. Вызов, конечно же, принят, и вот скоро первая бумажная модель займет место у меня на полке. Кстати, ссылка на канал Богдана в описании под видео. Не забудьте к нему заглянуть и посмотреть, как он собрал эту модель. Обзор на этот танчик уже был у меня на канале, буквально в предыдущем ролике. Так что без долгих предисловий давайте начинать. Единственное, что я обещал чуть подробнее рассказать о модификациях танка. Как я уже и сказал, это у нас Т-1 Каннингам, и у него было 3 модификации. Первая имела орудие с коротким стволом и башню со скошенным верхним краем. Называлась Т-1Е1. А вторая, Т-1Е2, имела немного измененную форму корпуса и новую башню с длинноствольным орудием. И третья модель называлась, соответственно, Т-1Е3 и имела корпус от первой модели, башню от первой модели и длинноствольное орудие от второй. Вероятно, это был просто некий конструктор из оставшихся образцов. Как оказалось в ходе испытаний, шасси трактора совершенно не соответствует требованиям и ожиданиям военных. Так что модель не пошла в серию, но тем не менее осталась в истории и бегает по полям сражений World of Tanks. Wargaming же в этой модели нам дает 2 варианта башни. Вот такую вот длинноствольную и короткоствольную. Но выходит так, что такой вот цилиндрической длинноствольной башни никогда не было на корпусе от Т-1Е1. Так что эта модификация, можно сказать, выдумка. По крайней мере, мне не удалось найти подтверждающие фотографии. Но вполне возможно, такой конструктор мог существовать. Похоже, с модификациями разобрались. Давайте уже переходить ближе к сборке. Сборку начнем с корпуса и первым же делом вырежем вот таким вот грубым образом все его детали. Сделаем это для того, чтобы нам не мешали другие элементы и можно было спокойно вырезать их более детально. Где-то будет удобнее использовать ножницы, где-то цанговый нож. В общем, смотрим по ситуации. Итак, подготовил детали корпуса, наклеил передний бронелист на фотобумагу, так как помните, он был распечатан на обычной офисной бумаге, и также наклеил на картон люки корпуса и башни. Сейчас все это дело буду детально вырезать, продавливать линии изгиба и, конечно же, собирать воедино. Подготовил все детали корпуса, и вот что я думаю. Пока у меня в руках ножи и ножницы, пожалуй, я вырежу и все оставшиеся элементы. Вот здесь остались детали ходовой части и детали 2 башен. Чтобы не запутаться, я буду подписывать детали с обратной стороны.
Так что сейчас продолжаю вырезание и вернусь сразу как закончу. Итак, друзья, 4 часа позади и все детали вырезаны. И хочу сказать, что отделять и обрабатывать детали пластиковой модели гораздо легче и менее утомительно. Здесь, конечно, работа требует некого совершенно иного подхода. То есть, если вы, например, ищете, на что переключиться с пластиковых моделей, то вот бумажный вариант это самое то. То есть переключение стопроцентное. Сейчас я вооружаюсь вот этой вот иглой и линейкой и буду продавливать места изгиба деталей. Вот уже попробовал, как это происходит. Действительно, эта игла прекрасно приспособлена для подобных задач. Возможно, именно для этих целей она и задумывалась. Вот видите, после прокатывания иглой получается такая вот бороздка, и по ней очень легко изгибается деталь. Вот таким вот образом поднимается борт танка. Здесь нужно будет прокатать еще все отвороты для приклеивания, второй борт. Ну и на остальных деталях тоже все необходимые места изгибов. Вот так вот выглядит деталь с размеченными линиями будущих изгибов. И можно уже потихоньку начинать придавать этому элементу форму. Где-то игла проходит лучше, где-то хуже, где-то задирает бумагу. Возможно, она излишне острая, но в принципе все получается в целом более-менее нормально. Ну, теперь аккуратно все это дело изгибаем и подготавливаем деталь для склеивания. Еще хочу показать, какие подобрал цвета для подкрашивания торцов. Вот посмотрите. Здесь у меня для примера цвет немецкий красно-коричневый Валеха. Вот такой вот. Следующий, ну слева направо перечисляю. Следующий Dark Flash Tone Game Air. И последний, это недавно приобретенный цвет, Mecha Color серия, цвет Chip and Brown. И из всех этих цветов, судя по всему, больше всего подойдет Dark Flash Tone. Поначалу думал использовать Chip and Brown, но вижу, что он недостаточно теплый, он ближе такой вот к темному, даже к черному тяготеет. А вот Dark Flash Tone, в принципе, больше подходит. Но сейчас начну подкрашивать грани и будет, наверное, понятнее. Некоторым деталям, думаю, нужно будет подкрасить грани до приклеивания, ну а некоторым, наверное, после. Но опять же, все это уже будем смотреть, как будет получаться, и действовать по ситуации. Итак, друзья, сборка в самом разгаре. И хочу сказать, что собирать бумажную модель это будет посложнее, чем собирать пластиковую. Требуется гораздо больше концентрации и практически нет права на ошибку. Сейчас у меня на столе некий промежуточный результат, и я хочу показать вам подсборки и рассказать о возникающих нюансах. Давайте начнем с корпуса. Состоит он из нескольких деталей, и две из них, самые крупные, соединяются вот приблизительно таким вот образом. Основная часть корпуса собралась без проблем, никаких перекосов, прекрасная выкройка, все замечательно сошлось. А вот с верхней части уже немного интереснее. Здесь вот эта вот геометрия у меня не с первого раза склеилась, края немного выступали за границы детали. Пришлось переклеивать, но вроде бы получилось нормально. Еще что касается корпуса. Это надгусеничные полки, на них будут установлены топливные баки, и все это дело также будет приклеено к основной части. Некоторые детали требуется вот подобным образом согнуть и склеить вдвое. То есть таким образом мы получаем лицевую и обратную сторону в цвете. Правда, у меня кое-где рисунок на изгибах потрескался,
Но я думаю, это связано с тем, что модель распечатана на фотобумаге. Фотобумага, видимо, имеет какой-то лицевой, более ломкий слой. Возможно, ну, грубо говоря, лакированный. А если же распечатывать модель просто на плотной бумаге, то такого уже не будет. Далее еще раз покажу топливные баки. Две вот такие вот небольшие аккуратные коробочки. И в целом это все основные детали корпуса. Останутся еще фары. Я их пока не склеивал, только подготовил. И кронштейны, которые крепят надгусеничные полки. Кстати, этот кронштейн тоже довольно интересный. Посмотрите. Собираются они методом перегиба детали. Причем противоположная сторона имеет сплошную заливку. Для чего это сделано, честно говоря, непонятно. Возможно, для того, чтобы наверняка попасть в геометрию этих кронштейнов, но, возможно, еще для чего-то. То есть, если бы нам дали и на обратной стороне точно такие же треугольники, то сопоставить их при перегибе было бы, например, сложнее. А так, в принципе, не важно, как вы перегнули деталь, просто вырезаете, и обратная сторона у вас будет 100% коричневая. И последние детали корпуса – это люки. Вот он, задний дверной проем. Сюда еще нужно будет добавить ручку из проволоки. И, кстати, вот посмотрите, подкрасил края. Цвет просто идеально подошел цвету модели. И выбрал я для подкрашивания граней Dark Flash Tone. Далее, вот покажу, установил уже ручку на один из люков. Вот таким вот образом аккуратно смотрится ручка из проволоки. Пробил для ее установки обычной швейной иглой отверстие, вставил проволоку и капнул суперклеем. Сейчас подкрашу, и можно будет приклеивать на корпус. Далее покажу башню. Это башня T1E1. Здесь уже подкрашены все грани той же самой краской Dark Flash Tone. Тоже, как видите, замечательно совпало с тоном модели и практически не выделяется. Сюда осталось приклеить вот это вот дуло, и башня будет завершена. Кстати, со свертыванием самого дула тоже возникли некоторые сложности. Дело в том, что, как я ни старался, оно получается гораздо толще, чем рекомендуемое отверстие. Так что пришлось немного подрезать его основание и также расширить отверстие. Вторая башня T1E2 еще требует сборки. Вот таким вот образом собирается цилиндр, основная деталь башни. Далее к нему будет приклеена донышко и верхняя часть. Тоже интересное такое вот решение. Вот эта вот деталь номер 16, это верхняя часть, да? И сверху еще будет приклеен такой небольшой цилиндр, как шляпка. Он состоит из вот такого обруча, верхней детали с люком и нижней детали. И получается, что к нижней детали нужно будет приклеить вот эту вот деталь номер 16. Честно говоря, решение не совсем понятное. То есть, по большому счету, можно было бы вот этот вот плоский цилиндр, шляпку, приклеить просто на башню. То есть, по большому счету, разницы как бы особо никакой не было. Для чего этот промежуточный диск, мне не совсем понятно. Возможно, так просто удобнее собирать. Я уже здесь не буду никакую самодеятельность практиковать, а собираю строго по инструкции. Также вот у нас детали маски орудия. В принципе, выглядит она точно так же, как и маска орудия на башне первого типа. Но сейчас хочу показать просто составляющие части. Тоже в цилиндр собираются вот такие вот конусы. И к ним приклеиваются заглушки.
Вот таким вот образом выглядит у нас ствол орудия. Его необходимо будет также скатать в плотный рулон. Следующий элемент — это ходовая часть. И вот с ней уже возникли некоторые вопросы. По инструкции рекомендуется сложить вот эту вот деталь с гусеничной лентой и задником вот в такую вот некую ванночку. И далее уже в нее вклеивать все элементы. Звучит довольно просто, но дело в том, что когда мы сюда ставим ведущий каток и ленивец, вот таким вот образом, то они занимают слишком большое пространство, и центральная часть уже сюда входит с большим трудом. Я бы даже сказал, что она сюда практически не становится. Но я думаю, мне удастся ее все-таки вместить и как-то это все затрамбовать, но выглядит это уже как-то не очень хорошо. Можно, конечно, пойти другим путем, например, на развертку наклеить все элементы, катки, центральную часть, и только после этого свернуть саму ванночку. Но я боюсь, что при таком подходе просто не хватит длины гусеницы. То есть, иными словами, катки будут немного выступать за края, соответственно, гусеница их обогнет чуть по более длинной траектории, и где-то внизу она не сойдется. Может быть, конечно, это можно как-то будет компенсировать или замаскировать, ну, не знаю. Не знаю, стоит ли связываться с таким подходом, или все же продолжать действовать по инструкции. Дело в том, что, как я и сказал, с бумажными моделями ходу назад нет, а перепечатывать, точнее распечатывать новый лист, чтобы переделывать, мне как-то совершенно не хочется. Так что уже будем исходить из того, что имеем. Посмотрим, как получится собрать у меня эту часть ходовой, и тогда я уже буду делать выводы, как все-таки собирать противоположную. На ходовую, кстати, будут добавлены еще вот такие вот поддерживающие катки. Тоже очень интересная, красивая деталька. Кстати, вот что касается этого самого перегиба. То есть продавливается линия, и деталь сгибается. Это самая массивная деталь модели, и, конечно, согнуть ее так, чтобы края сошлись, это все-таки требует некоторых стараний. Но, тем не менее, у меня получилось. Я постарался не продавливать стык до тех пор, пока у меня не сойдутся противоположные края, и уже как бы совместив их, уже постепенно прижимал стык и соединял все остальные части детали. В итоге перегибается все достаточно хорошо. Кстати, вот еще по инструкции рекомендуется, чтобы легче согнуть гусеничную ленту, чтобы придать ей форму, каждый трак рекомендуется также перегнуть. То есть я это делаю вот таким вот образом пинцетом, просто вместе стыка трака делаю вот такой вот изгиб. Ну, делаю это уже, конечно, на склеенной детали. Сейчас просто показал для примера. Вот эта вот внутренняя часть также имеет достаточно сложную структуру. Вот здесь вот много изгибов. Но, мне кажется, я какую-то линию изгиба пропустил и сгибаю просто вот таким вот образом. Вот так вот у меня эта деталь сходится, но где-то здесь у меня пропущена линия изгиба. Но в целом не критично. Единственное, что мне тут пришлось кое-чего подрезать. То есть, во-первых, опорные катки. Здесь зона приклеивания была достаточно широкая, я ее чуть ли не в 2 раза срезал. Ну, чтобы вот эта вот часть опорных катков не выступала наружу и не мешала приклеиванию. И также при установке в эту вот ванночку также пришлось срезать вот спереди и сзади тоже лишнюю часть, чтобы
она не упиралась в ведущую звездочку и в ленивец. Но это все поправки, так скажем, за кулисами. На модели их все равно заметно не будет. Ну что ж, продолжаю сборку, и я думаю, в следующем включении мы уже увидим готовую модель. Итак, друзья, я закончил сборку модели, и давайте посмотрим на нее поближе. Кстати говоря, вот таким вот образом может выглядеть ходовая часть, если вы не одолели все предложенные детали. То есть, как я и говорил в обзоре, просто можно наклеить сюда вот такую вот заглушку. Но у меня все получилось, так что давайте ее снимем и посмотрим на детали поближе. Вот таким вот образом смотрится ходовая часть этого легкого танка. Ведущий каток, ленивец, два поддерживающих катка и ряд опорных катков. Плюс массивная центральная часть, за которой скрыты все механизмы. Как я и показывал в предыдущем эпизоде, у меня плохо становилась центральная часть, и пришлось с достаточным усилием разогнать по углам вот эти вот катки. То есть я их посадил на клей и сильно прижал к краям ванночки. И после того, как они уже были приклеены, ставил на место центральную часть. Так сказать, понадеявшись на то, что она станет более-менее ровно. Ну и как видите, деталь установилась достаточно хорошо. Также вот эти вот поддерживающие катки очень здорово оживляют ходовую часть. Следующий элемент модели — это корпус. На нем добавились мелкие детали, приклеил фары, приклеил створки моторного отсека и задний люк. На люке и на створках моторного отсека добавил из проволоки имитацию ручек. Такая вот небольшая деталь очень здорово оживила модельку. Ну и, конечно же, как я уже и показывал, приклеил топливные баки, надгусеничные полки, и эти надгусеничные полки также удерживаются 4 кронштейнами. Сейчас на танк установил правильную башню с коротким стволом, и это у нас получается модификация Т1Е1. Башня свободно вращается и устанавливается на корпус с помощью вот такой вот трубочки, скрученной в рулон. Вторая башня также собрана. Это уже не совсем правильная башня. Башня от модификации танка Т1Е2. Но на этом корпусе она смотрится также очень здорово. И за счет такой вот массивной шляпки и длинного ствола смотрится в целом гораздо зрелищнее. Так что неудивительно, что Wargaming предлагает использовать ее на модели. Кстати, вот этот вот длинный ствол я еще немножко затонировал с помощью сухой кисти. Да, такой странный прием сухой кисти для бумажной модели, но тем не менее получилось довольно неплохо. Дело в том, что ствол был распечатан на офисной бумаге и немножко отличался по тону от всей модели, которая распечатана, напомню, на фотобумаге. Вот почему-то ствол как-то особенно бросался в глаза, так что я решил его немного затонировать. Передний же бронелист, если присмотреться, также немного отличается по тону, но в целом в глаза не сильно бросается, так что я решил с ним ничего не делать. Грани здесь все подкрашены цветом Dark Flash Tone, разве что край гусениц прокрашивал смесью цветов темно-серого и Dark Flash Tone, поскольку чистый темно-серый показался излишне бросающимся в глаза. Ну а склеивал модель с помощью вот такого столярного клея Момент. Мне он понравился гораздо больше, чем ПВА. Достаточно густой, быстро схватывает, надежно склеивает, но, правда, практически не дает возможности позиционировать детали. Так что лучше прикладывать сразу правильно. Ну что ж, друзья, вот такая вот моделька у меня получилась. Жду ваше мнение об этой сборке в комментариях. И не забудьте перейти на канал Богдана и посмотреть, как он собрал эту модель. В целом, по бумажным моделям хочу сказать, что мне эта тема понравилась. И судя по вашим комментариям под прошлым роликом,
вы тоже не против, если это направление будет развиваться на моем канале. Не хочу сказать, что я планирую полностью переходить на бумажный моделизм, но тем не менее подобные модели время от времени, я думаю, будут появляться. На сборку модели ушло около 16 часов, и 4 из них только на обработку и подготовку деталей. И это довольно немало, и уж тем более гораздо больше, чем я себе представлял. Вот, например, по сравнению с пластиком, такую танкетку в 35 масштабе с интерьером я собрал где-то за 10-11 часов. Ну и по количеству приложенных усилий бумага мне показалась гораздо более сложным материалом для моделизма. Тем не менее, энтузиазма в ее отношении я не растерял, и хотелось бы собрать еще ряд образцов. Но пока что загадывать не будем, что и когда появится у меня на канале. Будем в первую очередь заниматься начатыми проектами. Но тем не менее, об одной модели я бы хотел объявить. В детстве у меня была вот такая вот бумажная модель броневичка. От нее, правда, осталась только обложка и инструкция. Но, к счастью, мне удалось найти в интернете выкройки. И очень хотелось бы, так сказать, в память о детстве, в память о моей, наверное, первой бумажной модели собрать вот такой вот образец. И продолжая традицию батлов, которую задал Богдан, хочу предложить составить мне компанию в сборке Михаилу с канала «Хочу стать моделистом». Думаю, это будет такая более неспешная сборка, и где-нибудь параллельно с другими проектами она у меня пройдет. Ну а после сравним с Михаилом наши модели. На этом же ролик я буду заканчивать. Ставьте лайки, если видео было вам интересным. Пишите комментарии, если есть что сказать. И если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на канал. Я же благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч!